Не оставляйте еду без присмотра, потому что мы на ночь оставили арбуз на веранде, и утром мы увидели вот такое вот зрелище. Кто-то хорошо порезвился арбузом. Едят все. Картошку фри, бутерброды с курицей. Воруют все. Поэтому, если не хотите остаться голодными, еду на пляже, на веранде нигде не оставляйте. Всем доброе утро. Мы выехали сегодня пораньше и едем в National Forest Park, Джазани Forest. Это парк, где обитают стаи обезьянок-колумбусов. Они маленькие, такие прилипчивые, нужно будет крепко держать сумки и с аппаратурой очень осторожно, потому что выхватывают все из рук. Вообще вход в этот парк стоит $12 с человека, при условии, что ты берешь гида, который ничего не рассказывает абсолютно, просто ходит с тобой, да, как проводник, ходит с тобой по тропинкам, и ты идешь за ним по этим тропам. Вот, нам он, в принципе, абсолютно не нужен, этот человек, поэтому мы планируем зайти в этот парк бесплатно. Я такой вам маленький лайфхак расскажу. Доезжаете до центрального входа в парк, останавливаете на паркинге машину и возвращаетесь метров 50 назад. Мы так быстро доехали, вообще время пролетело в дороге. Нас встречают обезьянки при въезде. Здесь, в этом парке, нужно предельно смотреть за всеми своими вещами. А чего ты ругаешься? Чего ты? Мы сейчас обезьянок пойдем смотреть. Будьте предельно осторожны со своими вещами, потому что обезьяны выхватывают, что попало, и уносят к себе на деревья, поэтому потом, мне кажется, вы не получите свои вещи обратно. Заранее будьте осторожны. Вот здесь правила посещения парка. И сейчас мы идем. Вынудили нас все-таки гида взять, потому что такой убедительный факт, что сами вы заблудитесь, указателей нигде нет. Ну вот не заблудились, ну ладно. В общем, $12 так и так мы заплатили за вход. Очень страшно. Сильно много здесь всех живет. Тут очень много ядовитых змей, как во всей Африке, таких как зеленая мамба и так далее. А зеленая мамба, знаете, какая она прыгучая? Она атакует с 1,5 метров. Но вообще они первые не нападают, потому что нужно ходить по тропинкам и стараться не углубляться вглубь. Высоко очень, они там все где-то в кроне и плохо видно, да? Да, о, идет. Обезьяны все наверху. Очень тяжело даже Алисе показать, где они. Ну, мы увидели. А вот смотрите, какая стрёмная и страшная сороконожка. Фу. Я думаю, что она ядовитая какая-то. Где червячок? Червячок, да, Доця? Увидела? Территория Джазани Форест разделена на 3 зоны. В первой растут кустарники, во второй – мангровые деревья и в третьей – тропический лес, где мы с вами сейчас и находимся. Это единственное место обитания красных колобусов, обезьянок с яркой окраской шерсти. А еще здесь можно встретить хамелеонов, красивых бабочек и птиц. Ходят слухи, что шаманы по-прежнему используют эти места для проведения своих ритуалов и обрядов, хотя раньше правительство Танзании побудило шаманов покинуть эти джунгли. Вон обезьянка. Там большая и маленькая обезьянка, да? Малышом. Да. Иди сюда с этой стороны. Иди ко мне. К сожалению, во всем мире осталось всего около 2-3 тысяч этих мартышек-колобусов, и все они обитают в Танзании, а большинство именно здесь, в Джазани Форест. Где обезьянка? Где обезьянка?
Где обезьян? Там. Все. Вон еще где-то сзади. Ой, Ой, тут целое семейство. Ой, это папаня. Я узнал по особым приметам, что это был папаня. Вот он. В джунглях. Алло, алло. Мы здесь. Мы еще не заблудились. Доця, пойдем, пойдем. Давай ручку, нас ждут. Давай. Что ты там нашла? Пошли, она листики собирает, каждый листик. Давай, пойдем. Это ж красиво. Догоняй, Это мама, ж как догоняй, красиво. догоняй, догоняй. Побежали, побежали, побежали. Догоняй, 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 догоняй. Убежала, все. Убежала Алиса. А, слушайте, ну кто-то и дал конфетку уже. Мы сейчас сели в свою машину и едем смотреть мангровые заросли. Здесь рядышком можно километр пешком пройти, но пешком идти мы не хотим. Поэтому мы решили, что мы лучше туда подъедем. Жарко очень сегодня. Там все весь автобус машет ей. Алиса всем машет, всем деткам. Мы отъехали на километр от Джазани Фореста и сейчас идем по мостикам через мангровые рощи. Вот посмотрите, как мангры растут в воде. Здесь тенек хорошо. Мангровое дерево – это единственное растение, которое вообще способно выживать в соленой воде. Я сначала думала, что это листья, а это рыбки плавают, длинные такие. Я не полиглот, но из слов переводчика я понял, что в этих мангровых лесах живут только рыбки и черные крабы. Больше вообще никто не живет, в отличие от Флориды, где живут аллигаторы и еще какие-то животные. Так. В Танзании и на Занзибаре есть очень много пляжей, которым доступ для купания просто закрыт из-за того, что вот такие вот мангровые заросли растут прямо на берегу и к воде не пробраться. Доця, ты здесь будешь идти за руку. Она хочет идти сама, но я боюсь, что она свалится с мостика. И еще уровень воды поднимается здесь на 1,5 метра каждый вечер. То есть почти под низ этого мостика поднимается вода и все получается затоплено. Поэтому экскурсии сюда только в первой половине дня. Здесь, в пару метрах от мангровых зарослей, есть черепаховая ферма, где живут водяные водоплавающие черепахи. Вход туда стоит 15 тысяч танзанийских шиллингов, но мы, скорее всего, туда заезжать не будем, потому что сегодня у нас еще очень много других интересных планов.